Слив второй части, нейрослопчик, хейт в сторону разработчиков. И есть ли что-то в этом хорошее? Сегодня мы это разберем. Возьмите булку и кефирчик, с вами Семерор, и погнали! 12 января произошел анонс второй части Бесконечного лета и примерный выход демки, который выйдет весной этого года, но по инсайдерской информации в мае. Но это не точно. В ней нам обещают новых и старых героев, но насчет старых мы поговорим слегка попозже в этом видео. Более 80 тысяч слов в сценарии. В демке? Сколько на... Более часа новой музыки. Ведь старую они не могут использовать в коммерции. Новые фоны и CGI графики. В данном анонсе нам предлагают предзаказать игру за 900 рублей. Сколько? На ПК или телефон. И за данный предзаказ мы получим место в титрах и всякие ништячки. Ну, в общем, все так же, как и с предзаказом «Любовь, деньги, рок-н-ролл». Ничего нового. А также они обещают прислушиваться к комьюнити. Верим? Ну, давайте теперь перейдем к реакции игроков на данный анонс. Начнем с глобального. Обнаружили использование нейросети для создания персонажей. Это прослеживается в 6 пальцах на глобальном арте. С персонажами. И на некоторых спрайтах на скриншотах игры из Стима. И людям такой неожиданный перформанс не понравился. Они высказались в комментариях на постах, а также в обсуждениях в Стиме. Ну и еще люди вспомнили ответ от Риты на сайте по поводу продолжения, и ответ тогда был весьма логичный. Было бы здорово, если студия Soviet Games после проекта «Любовь, деньги, рок-н-ролл» принялась бы за создание продолжения Бесконечного лета. Что там продолжать-то? Как вы за***ли, честное слово. Но Рита передумал спустя 10 лет. Даже не знаю почему. Разрабов эта ситуация с зайчиком ничему не научила после схожей ошибки. Хотя насчет зайчика у меня есть пару мыслей. Но видео вообще не об этом. Но если вы захотите видос по зайчику, то напишите комментарий, лайк поставьте. Хотя эта тема уже давным-давно пережевана, разжевана, кем угодно. По 50 миллионов раз. После навалившейся критики Ритан изменил оформление в Стиме и на сайте исправил артефакты на артах. И в это же время начал отвечать людям по-свойственному, что аж ему забанили страницу в ВК. Но в основном ответы Риты были по поводу использования нейронки. И он их отрицал. Итак, искусственный интеллект не использовался. Если ты меня просил на один вопрос ответить, я отвечаю. Есть небольшая вероятность, что, возможно, художница использовала. Но я в это не верю. Я в это не верю, поскольку я видел весь процесс, блядь, и его проверяли, блядь. Я не знаю, может быть, Риту действительно обманули, но давайте я спрошу знакомых художниц по поводу подобного казуса и скину ей пруфы от Риты о том, что это типа не нейронка. Короче, я почекала все файлы, которые мне скинули. Посмотрела итоговый результат. И, я не думаю, что это нейронка. Я думаю, что это человек реально нарисовал. Я смутила вот этот момент со складками на левой руке. Это странно. Да, не знаю. Смущает меня эта складка. Вот, и как можно было, 6 пальцев нарисовать? Это, я не знаю, по своему опыту я бухая в говно должна быть, чтобы нарисовать человеку 6 пальцев. Это база, ты рисуешь руку, считаешь пальцы и такой, нормально. Не знаю. В целом у ИИ, как понять, что это ИИ, зачастую у ИИ у них бессмысленные складки, бессмысленные там, откуда-то волосы идут, откуда-то непонятно какие детали. Тут я почекала, все, нормально. Может быть, я не могу сказать точно, это не ИИ или это ебать какой крутой ИИ. Пока что у меня складывается впечатление о том, что чел сам нарисовал, но, может быть, чуть-чуть ему помогло и там, не знаю. Я могу поверить, что чел сам нарисовал. Хотя, опять же, откуда, 6 пальцев? Не знаю. Обычно, когда художника хватает вот так вот за жопу и говорят, давай оправдывайся, что это не ИИ. Проще всего кинуть спидпейнт. И все, базару 0. Ты, видно пошагово, как ты это рисовал, все, да, это ты нарисовал. Кидать этапы, этапы тоже может генерировать ИИ. Я больше склоняюсь к тому, что он сам
рисует. Долб шестерку пальцами на руки. Ну, в общем, как-то так. В конце видео я это все дополню своими мыслями. Но теперь давайте перейдем к самому сюжету второй части. Алексей, парень из 21 века, по традициям засыпает в автобусе номер 410 и оказывается в пионерском лагере. Однако события первой части игры не могли не повлиять на совенок. Он стал другим, а многие правила изменились. Алексею, как и игроку, предстоит познакомиться и выстроить отношения с 6 новыми девушками, а также вернуться в реальный мир. Попутно, чем черт не шутит. Ладно? Так, ладно, дальше. Найти ответы на те вопросы, оставшиеся без ответов с первой части игры. Старая история закончена, как мы неоднократно и говорили, но продолжает жить сама мульти-вселенная «Сам Совенок». По сути, масштабный мод, но с движком от «Любовь, деньги, рок-н-ролл». Ладно. Надеюсь, мистическую часть с Совенком раскроют полностью. О. На самом деле в сети уже есть сценарий второй части, а точнее пролога и 3 глав. Дело в том, что в ноябре 2025 года произошел слив мода BL2 альфа-версия. Вы удивитесь, но мод откопали на iOS и выложили на 2Ч. Давайте перейдем теперь к самому треду. Так, сейчас, секундочку. Ага, о. Решил посидеть на 2Ч, а тут... Несколько дней назад на iOS было залито обновление на бесконечное лето версии 1.6. Вскоре после этого приложение стало недоступно в магазине, а потом появилось снова, причем уже в версии 1.8. Однако некоторое количество анонов успели обновиться до версии 1.6, пока она не была затерта, и увидели в списке модов любопытную строчку BL2 альфа-версия. Руки одного из анонов оказались достаточно прямыми, чтобы раздербанить приложение и достать архив с модом. Ну, реакция пользователей была разной. Нейрослоп, расходимся. Кота вы лучше. Уйдите со своим фанфиком. Продолжение невозможно, потому что делала оригинал группа энтузиастов, разошедшихся после релиза. То, что до сих пор якобы есть студия, ничего не значит. Это бренд, которым заведует Риточка. Не удивлюсь, если даже не оформив его законодательно или патентно. Графоманию Риточки мы уже видели, а что угодно еще рекламирующиеся как с участием авторов оригинала. Это как игра от уборщиков из IT Software. Бесконечное лето 2 будет про набеги на Совенок Фест, где Семен будет защищать косплеерш от ф***ной артиллерии. Мимо инсайдер. В самом сценарии графомании много. Хоть и сценарист не Рита, а новый участник в команде, которого нашли через вакансию ВК. Но скорее всего Рита направлял и редачил сценарий. Текст насыщен длинными монологами, внутренними размышлениями главного героя и философскими отступлениями. В общем, как обычно от Soviet Games. Главной темой выступает теперь экзистенциальный кризис в условиях петли времени и вынужденного существования в иллюзорной реальности, в которую попал не только главный герой. Теперь перейдем к недостаткам. Много графомании, много использования нейронки для спрайтов, но тут можно простить, ибо это как заглушка для альфа-версии. Ну типа как черновик, поэтому нормально. И я надеюсь, сценарий тоже типа сделан как в виде черновика. Хотя скриншоты игры говорят немножечко о другом. Но есть самый главный недостаток. И это Николай, блять. Вы, наверное, меня спросите, какой, блин, Николай? А я вам отвечу. Колян из «Любовь, деньги, рок-н-ролл». Во прикол, да? Ой, ладно, сейчас будет мое субъективное мнение, и оно не особо позитивное. Да хуй тут делает Николай, ладно, там как отсылка на фоне, как с той же самой Алисой, «Любовь, деньги, рок-н-ролл». Чисто прикол ради на фоне, да и хотя бы логику там можно было натянуть, но сука, как этот ебан попал в Совенок. Так еще и опять Катю вспоминает, которая была в Японии. Как он нахуй из Японии в Россию попал, и почему «Любовь, деньги, рок-н-ролл» не упоминается его прибытие здесь, блядь, в Совенке. Ладно. Короче, неуместная отсылка. Ведь та же Алиса была просто на фоне, а тут он действующий персонаж, который контактирует с главным героем. И кстати, почему же нету старых персонажей? Да потому что художники с первой части запретили использовать их в коммерции. Хотя в чем была проблема заплатить за права или договориться? Ну, возможно, Рита не хотела иметь с ними дело по своим причинам или просто экономил. Так, давайте теперь к плюсам. Да, они здесь есть. Сценарий хотя бы движется куда-то. Фоны выполнены хорошо, ведь их рисовал художник с первой части.
Музыкальное сопровождение звучит хорошо, но иногда, конечно, неуместно, но здесь уже дело вкуса. Кстати, если хотите музыкальный видеоплейлист с музыкой из второй части, ставьте лайки и напишите об этом комментарий. Обязательно сделаю. Плюсов не особо много из-за тех же самых заглушек. Но опять же, это скорее всего является черновиком, не более. Ладно, так, давайте немного включим конспирологию моей шизы. Вот вся эта тема со сливом, мне кажется, был пиар-компанией, чтобы так подогреть аудиторию, подогреть гуев. А вот этот вот нейрослоп 6 пальцами был создан для мощного инфоповода в интернете, и они с этим справились. Множество телеграм-каналов написали об этом. Не, ну а чё? Хайп лишним не бывает. Да и то больше людей вспомнят об этом, больше людей начнут это гуглить, чекать, смотреть, заходить на сайт. Может кто-то да и предзакажет. Хотя после такого инфоповода предзаказывать игру как-то, не виднеется настроение у некоторых людей. Но люди предзаказывают. Вот интересно, это было специально или случайно? Ну кто знает. Ну ладно. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам было интересно выслушать мое субъективное мнение об этом всем. И напишите свое мнение по поводу вообще вот такого вот формата. Есть у меня еще там Бусти. Типа, кто задонатит, того я буду упоминать в следующих видосах в титрах. Не факт, если формат вам реально зайдет, и если будут люди, которые будут подписываться на Бусти, там, донатить, вообще не прошу особо, кто хочет, то, будет приятно, и буду видосы вставлять, благодарить буду. Короче, как-то так, ладно. Всем удачи, всем пока, спасибо, что смотрели. Картинок спустя остановиться нельзя, ком дымится пизда. 6 пальцев. Я Лисе и Славе, я ебало поправил, но всегда мимо правил. 6 пальцев. Каждый раз, когда вижу я картинки попиже, я всегда на них вижу. 6 пальцев. Пальцы все сосчитал, сука, я в рот ебал, в промпте просто вписал. 5 пальцев. Но сегодня комп мой так не дружит со мной, генерирует всем 6 пальцев. И тогда зашел в фотошоп и нашел инструмент, чтобы убрать 6 пальцев. Выдели и убрал, пальцев немало собрал, и теперь у всех тян 5 пальцев. Но одно не учел, промп я быстро прочел, не заметил, что в нем 6 пальцев. 6 пальцев. 6 пальцев. Дай биту, down.